So, today is the appearance day of Srimati Radharani. Сегодня день явления Шримати Радхарани. Is anybody here for the first time? Здесь есть кто-нибудь, кто пришел сюда впервые? Okay, welcome. We're happy that you could join us today. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. And how many times have you come here? Я второй раз. И for the second time. Second time, okay. We're happy that you came back. Мы очень рады, что вы к нам вернулись и пришли к нам еще раз. We hope you come back many more times. И надеемся, что вы придете к нам еще не раз. So Radharani, this is a very esoteric understanding of spiritual life. Итак, Радхарани — это очень эзотерический аспект духовной жизни. Why don't you turn around and face them so because they'd like to see you when you speak. Generally, the discussions of Radha and Krishna, these are for liberated persons. Как правило, разговоры о Радхе и Кришне ведутся и предназначены для освобожденных душ. Because they're far beyond any materialistic conceptions. Потому что эта тема находится очень далеко за пределами материалистичных. But we'll try to explain it briefly. Но мы постараемся поговорить об этом коротко. And I have to first admit my inability to address this subject matter adequately. И прежде всего я хотела бы признаться в своей неспособности говорить на эту тему так, как следует. I'm not so qualified to speak on this subject. Я не имею права говорить на эти темы. But we'll attempt to give an introduction. Но мы постараемся поговорить о введении в эту тему. So first of all, we begin with the conception of Krishna. Сначала мы поговорим о том, кто такой Кришна. Krishna is God. Кришна — это Бог. And in the Western conception, this doesn't say much. И для западных, людей западным мировоззрением, именно Eastern, in the Western conception, to say God, it doesn't convey very much. Итак, для представителей западной цивилизации слово Господь ни о чем особом не говорит. How many of you are from Christian background? Как многие из вас происходят из христианства, скажем так, пришли из христианства. Nobody. All of us. Oh, Yeah. everybody. Я говорю все, но не все. Some of us are atheistics. Okay, well that's different from Christian. Но это все равно, yes, it's different. Говорит, но это все равно, говорит, Кришна отношения не имеет. Я говорю, нет, не имеет. So how many Christians were Christian before? Сколько христиан? Сколько тут христиан? Советский Союз. Итак, сколько здесь людей? Христиан. Спасибо. Из христиан, да, из христиан. Okay. So, the Christian conception of God is the Creator. Христианская концепция о Боге такова: Он Создатель, Творец. But there's not much more information given beyond that. И помимо этой информации у нас почти никакой другой информации о Боге не имеется. Generally, anyway, that's not so important. But the Vedas, they give very detailed information about the nature of God. Но Веды дают очень подробную информацию о Господе. God has many different energies. У Господа огромное количество всевозможных энергий. And with these energies, He can accomplish anything He desires. И посредством этих энергий Он может добиться, совершить, получить все, чего Он пожелает. We may take the example of some very powerful executive or politician. Мы можем взять пример какого-нибудь очень такого очень сильного какого-то руководителя или политика. They have many assistants to carry out their instructions. У них огромное количество помощников, которые выполняют указания. And if you go in their office sometime, it appears as if they have nothing to do.
И иногда, когда вы придете в офис, то вам покажется, что вот этому главному боссу или политику просто как нечего делать. And so, you think this man is idle, but actually he's accomplishing everything through his assistants. И вы смотрите на человека и думаете, что он бездельник, но на самом деле он центр всей этой сложно организованной системы. So this is what God is like. И мы можем, немножко на это похоже Господь. To say he has many energies is to say that he has many assistants who are carrying out his instructions without his having to think twice about anything. Когда мы говорим, что у него много энергии, то мы имеем в виду, что у него множество помощников, которые выполняют любое его, желание, повеление, причем так, что ему не нужно дважды думать или давать это указание. Then we may ask, so then what is God doing? Тогда мы можем спросить, а чем же тогда занимается Господь? He's enjoying. Он наслаждается. I just want to switch my phone off. Okay. Anybody else can take this opportunity to switch off their phone? Да, если можно, если у кого-то включен телефон, то вы можете его перевести на режим без звука. Вот он будет вибрировать, и вы почувствуете, что он звонит, чтобы не мешали тем, кто слушает. So, он наслаждается. Then God is given deputied his work to all of his different energies. Then he has nothing to do. What is he doing? Итак, Господь передал все обязанности, переложил исполнение всех обязанностей на своих всевозможных помощников. А чем же занимается он сам? He only has one business. У него только одно занятие. To enjoy. Наслаждается. And in fact, the Vedas explain that the Supreme Godhead, Krishna, he is the supreme enjoyer. И Веды объясняют, что Всевышний Господь Кришна, он верховный наслаждающийся. His ability to enjoy is unlimited. Его способность к наслаждению безгранична. And then we should try to understand how does God enjoy. И нам также следует понять, как наслаждается Господь. When we think of enjoying, we generally engage ourselves in some make some connection with this material energy. Когда мы думаем о наслаждении, то мы, как правило, думаем о наслаждении, связанном с материальными какими-то аспектами этого мира. All different kinds of ways you find people trying to enjoy. И вы обнаружите, что люди стараются наслаждаться, пытаются наслаждаться всевозможными способами. So we just had the Olympics, and there we see everybody trying to enjoy different sporting activities, and every year, every time they have the Olympics, it seems they invent some new sports. И если мы, например, понаблюдаем за Олимпийскими играми, то обнаружим огромное количество людей, которые с наслаждением наблюдают за какой-то там деятельностью или сами в ней принимают участие, и создается впечатление, что на каждых новых играх изобретаются еще какие-то виды спорта. And generally, materialistic people think that God wants to enjoy like they want to enjoy. И, как правило, материалистичные люди думают, что Господь хочет наслаждаться точно так же, как они хотят наслаждаться, они сами. That God would enjoy the material energy also. Что Господь наслаждается также и материальной энергией. You have to come closer. Everybody has to come very close. Пожалуйста, подвиньтесь More поближе, people are coming. чтобы больше людей смогли войти в комнату и слышать, не за стенкой там сидеть. But God has nothing to do with this material energy. Но Господь не имеет никакого отношения к материальной энергии. We see sometimes there's great yogis. They engage themselves in renunciation and austerities so that they can know God. Иногда нам встречаются, или мы слышим о йогах, которые занимаются величайшим отречением, посвящают себя аскезам, стараясь постичь Господа. They want to realize what's called Brahman. Они хотят познать то, что называется Брахман. And so they give up everything material in order to achieve that. И они отказываются от всего материального, чтобы достичь этой цели. The happiness that's available from Brahman far, far, far surpasses any happiness available in this material world. Потому что счастье, которое дается от Брахмана,
оно просто неизмеримо больше, чем счастье, любое счастье, которого можно достичь в этом мире, в материальном мире. So, if these yogis, in order to realize God, they give up everything material to enjoy that happiness, would God be engaged in trying to enjoy the material energy? Ну и правильно ли думать, что раз йоги отказываются от всего материального ради того, чтобы испытать вот это вот духовное трансцендентное блаженство, должен ли Господь наслаждаться материальной энергией, чтобы испытать блаженство? Another name for Krishna is Param Brahman. Кришну называют еще также Парам Брахман. This word Param means supreme. Называется Верховный Брахман. So Krishna is the supreme Brahman. He is that Brahman which these yogis are trying to connect to. И Кришна является Верховным Брахманом. Он тот самый Брахман, с которым пытаются установить связь вот эти йоги. And so his being Param Brahman means that he has no interest whatsoever in enjoying this material energy. И это означает, что Парабрахман не интересуется, не имеет ни малейшего желания и заинтересованности наслаждаться материальной энергией. So then how does he enjoy? Тогда как же он наслаждается? It's explained that Krishna, when he wants to enjoy, he manifests what's called his pleasure potency. И говорится, что когда Кришна хочет наслаждаться, то он как бы испускает свою энергию наслаждения. This is called Hladini Shakti. И называют ее Хладини Шакти. This is Krishna's potency by which, let's say, Krishna, he is also called Svarat, which means fully independent. Кришну также называют Сварат, что означает, он полностью независим. He is also completely satisfied in himself. И он полностью удовлетворен сам себе, самим собой. There's nothing that he requires in order to find satisfaction. Для того, чтобы найти удовлетворение, удовольствие, ему ничего не нужно. Self-satisfied. Он самоудовлетворен, самодостаточен. And so, being complete by himself and being self-satisfied, there's nothing outside of him that he looks for enjoyment. И поэтому, будучи полным самим собой и испытывая удовольствие независимо от чего, ему не нужно ничего извне для того, чтобы это все испытывать. But because his nature is ananda or bliss, he has unlimited potency. He wants to increase that bliss. Но поскольку его природа также ананда, то есть блаженство, то у него есть могущество, способность безгранично увеличивать это блаженство. And he does that by expanding himself, expanding this Hladini Shakti. И он, делая это, распространяя, расширяя свою Хладини Шакти. This energies that we're speaking about, this means persons. Энергия, о которой мы говорили, означает личности. We are also the energy of God. Мы тоже энергии Господа. Called Tatashta Shakti. Нас называют Таташта Шакти. And as energies of the Lord, we have personality as the Lord has personality. И как энергия Господа мы личности, так же как и Господь личность. So Krishna's Hladini Shakti also has personality. И вот эта энергия Кришны, Хладини Шакти, она тоже личность. And it's that energy, that energy takes the personification or the form of Srimati Radharani. И вот эта вот энергия воплощается в облике Шримати Радхарани. This person has the potency to please Krishna in a completely spiritual way. И эта личность, Шримати Радхарани, обладает способностью доставить максимальное удовольствие Кришне. And through Radharani, Krishna has an exchange of bliss. This is called, or exchange of pleasure. This is called rasa. И Кришна вступает с Радхарани в такой взаимообмен блаженством, и это называется, этот взаимообмен расой. Now we can take a mundane example.
Можем для ясности привести какой-нибудь мирской пример. In this material world, there's an exchange of love between men and women. В этом материальном мире существует любовный взаимообмен между мужчинами и женщинами. But this exchange of love is actually really love of self. Но этот взаимообмен на самом деле в реальности представляет любовь к самому себе. Real love, genuine love, is defined as having no interest in pleasing oneself, but interest only in pleasing one's beloved. Истинная любовь означает, что человек влюбленный не имеет никакого интереса доставить наслаждение самому себе. Все, что ему нужно, это доставить наслаждение своему возлюбленному. Completely selfless love. Это абсолютно бескорыстная любовь. We don't have any experience of that in this material world. Но в этом материальном мире мы такого подобного никогда не испытывали. We give love because we want something back. Мы отдаем любовь, потому что ожидаем чего-то взамен. And generally we find disappointment in that, and so we see in this world today so many divorce cases. И, как правило, поступают мы так, мы очень сильно разочаровываемся, и поэтому у нас столько разводов. So Krishna's love with Radharani is not to be compared to this. Итак, любовь Кришны и Радхарани несравнима с материалистичной любовью. Nor should it be taken or thought of as some mundane sexual activity. И здесь не может быть речи о привычных нам сексуальных каких-то актах. This sexual activity again is material enjoyment. Потому что сексуальная активность это опять же материальное наслаждение. And Krishna has no interest. This material energy is one of his energies. Krishna has no interest in trying to enjoy this dead material energy. Потому что и материальная энергия это одна из энергий Кришны, и он не испытывает никакого стремления ей это материальное. Потому что сексуальная телесная любовь это материальная энергия, а Кришна не испытывает желания наслаждаться своей этой материальной энергией. So rather than trying to enjoy the dead material energy, Krishna is engaged in an exchange of rasa with the superior energies or the living spirit souls. Dead material energy. Instead of trying to enjoy this dead material energy. Yeah, I see. И вместо того, чтобы наслаждаться этой мертвой материальной энергией, Кришна предпочитает вступать в любовный взаимообмен с вечными душами. And so this is Radharani is Krishna's pleasure potency. Итак, Радхарани это энергия наслаждения Кришны. This pleasure potency of Radharani is bewildering even to the Supreme Lord. И эта способность доставлять наслаждение, которой обладает Радхарани, она сбивает с толку, удивляет даже самого Господа. He finds himself irresistibly attracted to Radharani. Он видит, он не может устоять и находит ее очарование просто невозможно устоять перед ним. And so how is that? How could that be? Как такое возможно? Krishna is attractive even to Cupid. Ведь Кришна привлекает самого Купидона. So Cupid, he is attractive to everybody. He is the one who's creating these loving relationships in this material world. А Купидон привлекает всех. Именно он является причиной возникновения всех любовных привязанностей в этом мире. But Cupid is attracted even to Krishna. Therefore, he's called Madan Mohan. Но Кришной привлекается даже сам Купидон, поэтому Кришну еще называют Мадан Мохан. But even Krishna is attracted to Radharani. So she is called Madan Mohan Mohini. Но Кришна привлекается Радхарани, то есть она очень сильно привлекает его самого, поэтому ее называют Мадан Мохан Мохини. So even Krishna is bewildering, trying to understand how is it that Radharani attracts me so. Даже Кришна теряется, пытаясь понять, как она может привлекать его. So desiring to understand the love of Radharani,
стремясь понять любовь к Радхарани, desiring to understand the happiness that she feels in her loving exchange with Krishna. Желая понять счастье, которое она испытывает, вступая в любовные отношения с Кришной. Krishna came to this world in her mood, taking a golden form, in her mood and in her same complexion. Кришна явился в этом мире, воплотившись в ее облике, в облике золотого, воплощения. This is Lord Chaitanya Mahaprabhu. И был это Господь Чайтанья Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu, he came to Bengal. He appeared here just 500 years ago. Господь Чайтанья явился в Бенгалии всего 500 лет назад. At the same time, he is what's called the Yuga Avatar. И он также является юга-аватарой. That means he's giving the religion for this age. То есть он принес религию для этого века. So he promulgated, or he promulgated, you know? Mm-hmm. He promulgated this Sankirtan movement, this congregational chanting of the Hare Krishna Mahamantra. И он продвигал движение Санкиртаны, воспевание Хари Кришна Махамантры. But aside from that, he was also absorbed in inner feelings of love in the mood of Radharani. Но кроме этого, он также был погружен в любовные отношения, в настроении Радхарани. In this way, by his own example, he's showing us how we can also come to achieve this most precious experience, pure love of God. И он своим собственным примером показал нам, как можно достичь чистой любви к Господу. And he is called the most munificent avatar because he is also distributing this love freely to all the conditioned souls in this world. Его также называют самой милостивой аватарой, потому что он раздает вот эту бесценную любовь к Господу любому в этом мире, причем бесплатно. So we pray, Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gardise Namaha. Krishna is giving freely this pure love of Krishna. Он бесплатно раздает чистую любовь к Кришне, так мы говорим. So this subject matter of Radharani is very, very esoteric. Итак, тема Радхарани очень эзотерическая тема. And we don't find it discussed in either the Bhagavad Gita or even the Srimad Bhagavatam. И она не затронута ни в Бхагавад-гите, ни в Шримад Бхагаватам. The two fundamental scriptures for the Vaishnavas. В двух фундаментальных писаниях вайшнавских. There is some introduction given in the Chaitanya Charitamrita in the pastimes of Lord Chaitanya. Некоторые вступления, введение дано в Чайтанья Чаритамрите. But beyond that, this information about Radharani actually comes from other acharyas who have entered into those pastimes and have given us some glimpse of their wonder. Но помимо этого, о Радхарани упоминается в Писании некоторых святых, которые смогли прикоснуться к этим вечным играм духовным и описать их нам немножко. So, following in the footsteps of Lord Chaitanya, we can also taste this pure love of God. Итак, следуя по стопам Господа Чайтаньи, мы также можем вкусить, попробовать чистую любовь к Господу. And to achieve that, we actually we take the help of Radharani. И для того, чтобы этого добиться, нам нужно получить помощь от Радхарани. Radharani, of course, she is very close to Krishna. Разумеется, Радхарани очень близка к Кришне. And like they say in this material world, it's not what you know, but who you know. И как говорят в этом материальном мире, важно не что ты знаешь, а кого ты знаешь. So Radharani, because she's close with Krishna, she can put in a good word for us. И поскольку Радхарани очень близка к Кришне, она может замолвить за нас словечко. So if we want to please Krishna, we can take a flower
we could offer it directly to Krishna, but we can also take that flower and put it in the hand of Radharani and ask her, please give this to your Krishna for me. И мы, конечно, можем сделать так, взять цветочек и предложить его Кришне. Но мы можем сделать еще так же, что предложим этот цветочек Радхарани и попросим, чтобы она передала его Кришне от нас. And when Radharani sees that we want to please Krishna, then she also wants to do everything that she can to help us do that. И если Радхарани видит, что мы хотим доставить удовольствие Кришне, то она сделает все возможное, чтобы помочь нам в этом. Because Radharani wants to increase the bliss of her beloved Shri Krishna. Потому что она хочет, чтобы ее возлюбленный Шри Кришна испытал еще больше наслаждения и счастья. Krishna can increase his pleasure unlimitedly. Кришна может увеличить свое блаженство безгранично. And so as each of us approach Krishna to serve him and increase his bliss, we may think that there would be some competition to get Krishna's attention. Итак, вот давайте, если мы вот все попытаемся доставить удовольствие Кришне, то могут возникнуть такие мысли, что будет какое-то такое, знаете, соревнование, что слишком нас много будет в этом. Because that's our experience in this world, right? Ведь это то, что мы обязательно подумали бы, живя в этом мире. There's some important person and there's always a crowd around them of people jockeying for position, trying to get in front so that they can get his attention or her attention. Ведь сколько раз мы видели каких-нибудь могущественных людей, их окружает толпа почитателей, тех, кто пытается приблизиться к ним поближе, они сражаются друг с другом, только бы вылезти под его ясные очи. Because they have limited capacity to give love. They people? Any person in this world has a limited capacity for giving love. Потому что любой человек, живущий в этом мире, обладает какой-то конечной способностью, не очень большой способностью любить. So there's competition for their attention and their favor. Поэтому для того, чтобы добиться их любви, внимания и благосклонности, и ведется соревнование. But Krishna is not like that. Но Кришна не такой. Krishna is fully capable of exchanging love individually with each and every one of the living beings in his creation. Кришна обладает полной способностью любить и увеличивать любовь у любого существа, который, в его творении, живого существа. So it's not like we have to, when we want to serve Krishna, we have to take a number. You have that in this country? No. No, you don't? Take a number. What does it mean? Oh, if you go to the bank or something, there's a long queue. Instead of standing in the queue, you take a number, and then they call the number. But you don't have that. Да, no, but I understand. We already started having. Итак, для того, чтобы получить внимание Кришны, нам не нужно вставать в очередь. We don't have to do that. Take a number and wait. Your number is 64,386 trillion. Вставать в очередь по записи, да? Нам не нужно сидеть и ждать. Ага, мой номер 60 триллионов, такой-то, и тогда я получу свою любовь от Кришны. So you're waiting for a long time. Вот так вот мы будем сидеть и ждать. Когда же там, господи, моя очередь? When's my turn? It's not like that. Нет, дело не так совсем обстоит. Krishna, he expands himself to reciprocate individually with each and every one of his parts and parcels. Кришна распространяет себя таким образом, чтобы наслаждаться отдельно с каждым живым существом. And so when Radharani sees that we want to come and increase Krishna's pleasure, she's very happy to bring us to Krishna. И когда Радхарани видит, что мы хотим прийти и доставить удовольствие Кришне, она очень счастлива, чтобы помочь нам и приблизить нас к нему. So therefore we can take shelter of Srimati Radharani. Поэтому мы можем принять прибежище у Шримати Радхарани. And pray to her to help us come to the platform of pure devotional service. И молиться ей, чтобы она помогла нам подняться на уровень чистого преданного служения. And because we want to, because our desire is to please Krishna. Потому что мы хотим удовлетворить Кришну. Once we get her blessings, then our success is guaranteed. Как только мы получим ее благословение, тогда нам гарантирован успех. So on this occasion of Radharani's appearance day, we want to take shelter of Radharani. Итак, в этот день явления Шримати Радхарани мы хотим принять у нее прибежище.
She's not an ordinary person. Она необыкновенный человек. We should not think that she's just some girl like our mother or sister. Не надо думать, что это какая-то девушка, что-то вроде нашей сестры или матери. No, she's very, very special. Она очень-очень особенная. Even her appearance in this world was very amazing and unusual. Она даже в этом мире она явилась очень необычным способом. One day King Vrishabhanu, he was out plowing the field. Однажды царь Вришабхану, значит, как возделывал поле. And as the plow turned over the soil, he sees here in the soil there's a little baby, a beautiful baby girl. И он увидел in the pond. No, in the soil. Он увидел на почве, на земле. The plow turned the soil over, and there's a little child. Он, когда плуг отвернул землю, то он увидел, что там маленькая очаровательная девочка. So he took this child back to his wife. They were childless; they didn't have any children before. Он взял ребенка, принес его своей жене. Они были бездетными до этого. And so he brings his child back to his wife. He says, "Look, we have a nice little baby girl." И вот он принес эту девочку к своей жене и сказал: "Взгляни, у нас замечательная девочка появилась." And his wife was saying, "How is that?" А его жена сказала: "Как такое возможно?" You're a man. How can you have a child all by yourself somehow? Она говорит: "Ты же мужчина, откуда у тебя мог появиться ребенок без меня?" Well, the truth was just as amazing. А истина в том, что это просто вот такой вот необыкновенный случай. No, she was there in the field. И истина была очень такой простой, что вот я нашел ее на поле. So her appearance in this world is very amazing. Поэтому можно сказать, что вот она появилась в этом материальном мире таким очень необычным Not путем. an ordinary person. Она необычная личность. So we can approach her for shelter. Мы можем обратиться к ней за прибежищем. And ask her for her blessings so that we can come to the point of pure devotional service very quickly. И попросить ее о благословениях, чтобы она помогла нам подняться до уровня преданного служения побыстрее. Once we get her blessings, then our success is guaranteed. И как только у нас будут ее благословения, тогда нам гарантирован успех. Srimati Radharani ki. So, maybe there's some questions. Вопросы, может быть, есть? You made your list? Вы список свой написали, вопросы? У меня вопрос именно тему Сримати Радхарани. У меня вопрос ваше святейшеством такой. Вы вчера говорили, что... Вы слышите? Вы вчера говорили, что чтобы укрепить свой разум, надо изучать Шримад Бхагаватам и Бхагavad Gita. He's sorry, but his question is not about Radharani. That's okay. Yesterday you said that one has to strengthen one's mind and intelligence, one has to read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. В Bhagavad Gita пишется, что лучше всего изучать Bhagavad Gita из уст чистого преданного. It is said in Bhagavad Gita that it's better to hear Bhagavad Gita from the mouth of a pure devotee. Так как не так уж часто приезжают к нам чистые преданные, то как лучше всего изучать Бхагавад Гиту, как более так, чтобы она как правильно ее изучать, чтобы она укрепляла разум, давала знания. He says, since pure devotees don't come to our place often, what are your recommendations for studying Bhagavad Gita effectively? Actually, pure devotee is here all the time. На самом деле здесь чистые преданные пребывают здесь постоянно. And we're all hearing Bhagavad Gita from pure devotee. И мы все слушаем Бхагавад Гиту от чистого преданного. That's Srila Prabhupada. И это Шрила Прабхупада. This book, although it's in written form, it's the same thing as if it's spoken. И хотя эта книга, у нас в напечатанном виде, считайте, что она как бы, произнесена. So, in that sense, reading and hearing, they're the same thing. И в этом смысле чтение и слушание одинаковые. So, there's no question of not
of being without the direction or the guidance of a pure devotee. Поэтому не может быть даже речи о том, что у нас нету помощи, руководства чистого преданного. Она у нас есть. Srila Prabhupada is there. Шрила Прабхупада есть, он существует. And he's the spiritual master of anyone who's reading his books. Он присутствует, и он духовный учитель любого, кто читает его книги. You should not think that he is not your spiritual master. И вам не нужно думать, что он не ваш духовный учитель. Rather, you should understand he is your spiritual master. Напротив, вам нужно понять, что он есть ваш духовный учитель. One time, somebody asked Prabhupada, how many disciples do you have? И кто-то спросил Шрила Прабхупада однажды, сколько у вас учеников? He said, I have unlimited disciples. Он сказал, безграничное количество. Because anybody who's reading his books, they're actually his disciple. Несчетное количество, потому что любой, кто читает его книги, является его учеником. And for thousands of years to come, people will continue to read his books. И на протяжении тысяч и тысяч будущих лет люди будут продолжать читать его книги. And all of those people will be directly his disciple. И все эти люди будут его непосредственными учениками. People sometimes, often I get asked, because I'm direct disciple of Prabhupada by Diksha, they ask me about my association with Prabhupada. Очень часто, поскольку я получил непосредственно посвящение от самого Шрилы Прабхупады, Дикша посвящение, люди часто у меня спрашивают о моих личных встречах с Прабхупадой. First time I saw Prabhupada was in 1974 in New Vrindavan, and there was probably 300 people there. Когда я впервые увидел Шрилу Прабхупаду, это был 1974 год, это была ферма Новый Вриндаван, и кроме меня там было еще около 300 человек. And every time Prabhupada would come to the States or anywhere he would go, there would be hundreds of people around him. И когда бы Шрила Прабхупада не приезжал в Соединенные Штаты, куда бы он ни ехал, за ним следовали сотни людей. In those days I had no position, I was just an ordinary devotee. И в те дни я не занимал никакого положения, какого-то поста, я был обыкновенным преданным. And so I had no occasion to actually associate with Prabhupada personally, other than the time when I received Gayatri Mantra from him. И поэтому у меня не было ни одной возможности вступить в личный контакт с Шрилой Прабхупадой, за исключением того момента, когда я получал от него лично, от него Гайатри мантру. So how do I know Prabhupada? И как же я тогда знаю, откуда я его знаю? From his books and from his tapes. По его книгам и по его лекциям, записанным. And this is the same way you can know Prabhupada. И точно таким же образом вы можете познать Прабхупаду. It's no different. Лекции его и книги не отличны от него. And he is there always for you. Он всегда, он всегда к вашим услугам. I did receive one letter from Prabhupada. Я получила от Прабхупады одно письмо. I had the good fortune to be authorized to write to him. Мне предоставилась счастливая возможность написать ему. I had a question. I asked my temple president. I said, when we offer bhoga to Krishna, we put it in front of a picture of Prabhupada and we say these prayers. But Prabhupada is a jiva soul. So how can he be present in all of these different pictures, all around the world, in so many places, to receive that offering? Он обратился к президенту своего храма с вопросом, что когда мы предлагаем хогу божествам, то мы предлагаем ему также и изображение Шрилы Прабхупады, но ведь он джива, и как он может присутствовать, будучи дживой, вечно освобожденной душой, во всех этих картинках по всему миру, изображениях. I said, I can understand Krishna, he can be in all those pictures, but the jiva, he's supposed to be just in one place. How can Prabhupada be in so many pictures everywhere? И он говорит, я понимаю, что, могу принять тот факт, что во всех изображениях Кришна, он действительно присутствует, потому что он может быть везде. Но ведь он джива, как он, как личность, может присутствовать во всех этих фотографиях. So Prabhupada wrote back what I consider a instruction for everybody, not just a personal instruction for me. И Махараджа ему поручил президент храма написать Шриле Прабхупаде. И Прабхупада ответил ему, и ответил словами, которые Махарадж считает наставлением для каждого живого существа. Sometimes in his letters Prabhupada would give personal instructions, but many times he gave universal instructions, and this is one of those universal
instructions. Иногда в своих письмах Шрила Прабхупада давал какие-то личные советы по поводу конкретной какой-то ситуации. Но иногда в его письмах были общие рекомендации, наставления, которые были нужны всему человечеству. Prabhupada said, the pure devotee is present. He said, the spiritual master is present wherever the disciple is sincerely trying to follow his instructions. Прабхупада сказал, что духовный учитель присутствует, когда его ученик старается выполнять его наставления. This is possible by the mercy of Krishna. Это возможно по милости Кришны. In all of your devotional sentiments and in all of your attempts to serve me, I am with you as my Guru Maharaj is with me. Во всех ваших стараниях удовлетворить меня как вашего учителя, я всегда нахожусь рядом с вами. Remember this always. Пожалуйста, помни всегда об этом. So, Prabhupada is there with us. Поэтому Прабхупада с нами. And then any event where we're attempting to serve his instructions, И когда мы стараемся выполнять его наставления, so one of those instructions is we should read his books. с нами всегда, когда мы стараемся выполнять его наставления, и одно из его наставлений это читать его книги. And he will be there with us. И когда мы читаем его книги, он рядом с нами. Personally. Лично. He said, I am with you just as my Guru Maharaj is with me. Я с вами точно так же, как мой духовный учитель Гуру Махарадж со мной. On other occasions, Prabhupada said, I'm never alone. My Guru Maharaj is always with me. И в других случаях Прабхупада говорил, что я никогда не бываю один, со мной всегда мой духовный учитель. So Prabhupada is there with us. Поэтому Прабхупада с нами. And we should all take shelter of him. И нам всем нужно принять у него прибежище. Pray to him. Молиться ему. And feel his presence. И ощущать его присутствие. He's there to help us and guide us. Он готов нам помочь и вести нас. Only one? Только один вопрос? Okay. What else? Еще вопросы есть? С вашего позволения хочу задать вопрос. Он не касается напрямую темы сегодня. Srimati Radharani. Я не могу понять такое утверждение, что говорится, что с нашим рождением уже есть пища, работа, наше окружение. Вот. И если суждено тебе добиться каких-то материальных успехов, то они придут к тебе независимо от того, будешь ли ты напрягаться или не будешь. Вот. Но вот по себе сужу, что чего-то я там достиг, я, конечно, ничего не достиг, ничего нет, но даже этого ничего приходилось напрягаться, аскезы держать. А если бы я там ничего не делал, то ничего бы и вообще не было. Ну, я так это вижу. Вы поняли? И как вот быть? То есть отключиться, и оно само придет мистическим образом. И просто посвятить, читать книги, общаться с преданными, повторять мантру. А весь этот, а что придет? Что должно прийти? Я не знаю. Я постараюсь, там будет что-то еще. He says that it is said that as soon as we are born into this world, we are supplied by everything we need, food, some maybe job in the future, everything we need we get, and one doesn't have to make these endeavors to get this. But he says, looking at what I achieved, actually I have achieved nothing, but even that what I have, and I don't have much, I had to struggle very much to get. So he's asking what to do. Do I have to apply as much strength? Maybe I should not think. Значит, вопрос такой, что делать? Вот, стремиться чего-то достичь или просто читать книги, общаться с преданными, все само придет? Есть какие-то материальные желания, которые требуют удовлетворения в виде
каких-то успехов, реализации какой-то в этой внешней материальной жизни. Вот. Стоит ли обратить эти желания, так как если это суждено реализоваться этим желанием, они сами придут без моего этого активного участия, и посвятить просто преданному служению. Или же мне пытаться удовлетворить эти желания, думая, что вот от меня зависит, что я сейчас пойду, напрягусь, что-то должно произойти. He says, so what should I do? I have some desires for success, like to achieve something. Do I have to just put them aside, just forget about them and start reading books intensely and associate with devotees? Or maybe I should try to accomplish those desires, thinking that only I can achieve this, like this. First thing you should do is study Bhagavad Gita. Первое, что вам нужно начать делать, это изучать Бхагавад-гиту. The answers to these questions are there. И все ответы на ваши вопросы содержатся в этой книге. Bhagavad Gita explains that we have some destiny in this life. Бхагавад-гита объясняет, что у каждого из нас в этой жизни есть некая судьба, предназначение. And we cannot increase that destiny or change that destiny. It's already determined by our activities in previous lives. И мы не можем изменить это предназначение, эту судьбу, потому что она уже предопределена как результат наших поступков в прошлых воплощениях. Now, still that doesn't mean that that's just going to come and fall into our laps. We just sit there and wait for it to come. Does not mean. Но это, тем не менее, это не говорит о том, что нам нужно сесть и расслабиться, ожидая, пока вся эта судьба как бы перед нами развернется. You have to act for it. Для того, чтобы ее получить, это предназначение, нам нужно действовать. And according to your desire, you may or may not get it if it's within your destiny. И если у вас есть желание это получить или не получить, и это предусмотрено ваше желание, вот такой вот развилка вашей судьбе, то вы можете этого не получить или получить, согласно желанию. Did any of you see this movie, The Secret? Кто-нибудь видел фильм «Секрет» знаменитый? About the intention? Yeah. Это знаменитый фильм «Секрет» о силе намерения. Did you see the movie? Вы этот фильм видели, может? You can see that movie. It will explain some things. Посмотрите этот фильм, он вам на какие вопросы вы получите ответ. This movie gives half of an explanation of karma. Этот фильм наполовину объясняет такое явление, как карма. There's many important things that it does not mention. Но в этом фильме не упомянуты многие очень важные моменты. Although we have desires, and although we work, we may or may not be able to satisfy those desires in this life if they're not within the scope of our karma. Мы можем иметь желания, и мы можем тяжело работать для того, чтобы их получить, но мы можем их не получить, если они не предусмотрены в том диапазоне кармы, который мы заработали. So the movie, The Secret, they tell you that we can create what we want in this world by our intention or our desire. И этот фильм «Секрет», он говорит о том, что мы можем получить, создать то, что мы хотим, силой своего намерения, желания. And that's true to an extent. И в каком-то, до какого-то определенного предела это правильно. But here's the important thing that they don't tell. Но они не говорят одной важной вещи. That whatever desire you have that's not fulfilled in this life will cause you to come back to this world in a future time so that you can satisfy that desire. Что любое желание, которое в этой жизни вы хотели, чтобы было исполнено, и оно было не исполнено, оно вынудит вас родиться еще в следующем мире, перевоплотиться, и пока эти все желания не будут вас заставлять перевоплощаться в этом мире вновь и вновь. Actually, the only thing that the jiva can do, that we can do, actually is desire. И на самом деле единственное, что джива, душа способна, на что она способна, это иметь желание. Otherwise, the result of our desire actually does not come about as a result of our activity. И результаты наших желаний
result of The intention. result that we get does not actually come about from our activity. И результаты наших желаний, они не подобны, не похожи на результаты, которые приходят в результате нашей деятельности. Even though you have to work to get it, it seems like by our work, by our endeavor, that we bring that result, that we create that result. И, потому что вот нам кажется, что вот у нас, когда мы получаем что-то в результате своих действий, что они пришли к нам, потому что мы предпринимали усилия, мы работали, чтобы этот результат получить. But the Bhagavad Gita explains that that result is given by the gunas, the three modes of nature. Но Бхагавад Гита объясняет, что результат приходит как в результате взаимодействия гун, то есть трех материальных начал этого мира. Krishna says, Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasha ahankara vimudatma karartam iti manyate. That the bewildered spirit soul, under the influence of the gunas, three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities, but actually they are carried out by nature. И Кришна говорит, что сбитый с толку влиянием трех вот этих материальных начал, живое существо в этом мире мыслит себя как свершителем, вершителем дел, но на самом деле его уносит материальная природа. So we have this illusion that I am the doer, that I'm the creator of the results of my activities. У нас есть иллюзия, что мы творцы, мы действующие, мы являемся творцами результатов нашей деятельности. But it's just a show that's put on for us. Но на самом деле на нас, это шоу, которое нам навязали. Okay. Anybody see The Matrix? Кто-нибудь «Матрицу» смотрел фильм? Okay. You see The Matrix? You don't see any movies, huh? Вы что, не смотрите фильмов, да? Okay. He does, but not... Okay. Anyway, The Matrix also gives that same understanding. И «Матрица» дает нам похожее понимание. All these people think they're doing everything, but actually it's just some program that's running in their head. Люди думают, что это они творцы, вершители чего-либо, но на самом деле это некая программа, которая действует у них в голове. So, what should you do? Так что же вам делать-то? The Bhagavatam recommends that we learn to be satisfied with what comes easily to us. Бхагаватам учит нас, что мы должны быть удовлетворены тем, что нам достается без особых усилий. The Upadeshamrita says that one should avoid over-endeavoring for mundane things that are difficult to obtain. Упадешамрита говорит, что нужно избегать, стараться не предпринимать усилия для получения вещей, чрезмерных усилий нельзя принимать. So instead of working very hard to achieve some kind of greatness or big material success, the Bhagavatam, the Shastra tells us to be satisfied with what comes easily and use our time for self-realization. Вместо того, чтобы тратить время и усилия для того, чтобы достичь каких-то положений, успехов, Бхагават учит нас, что мы должны довольствоваться тем, что к нам приходит само собой, то есть без особых усилий, и освободившееся время тратить на духовный рост. All those material things that we may work hard to get, at the end of life we have to leave them behind, but our spiritual advancement we take with us. Ведь материальные вещи, ради приобретения которых мы так тяжело трудились на протяжении всей жизни, нам придется оставить в этой жизни, когда мы будем оставлять тело. Но наши духовные достижения, успехи перейдут с нами со следующего воплощения. So that's the general answer. Это обычный ответ на подобный вопрос. For more specific things, you should discuss your personal situation with senior devotees. Для того, чтобы получить более конкретные ответы на ваши вопросы, вам нужно обсудить свою ситуацию со старшими преданными. Конкретно свои желания, мысли. Okay. Можно задать вопрос? У меня, может быть, не то, что как вопрос, просто, как утверждение, можно сказать так. Просто как, чтобы он выслушал утверждение, что из практики своих жизней я видел, что я читал Бхагавад Гиту, и то есть первый раз, когда я взял Бхагавад Гиту, для меня она была загадкой, то есть когда я прочел, я увидел, прошли годы, я начал практиковать, то есть я начал практиковать, прошли годы, то есть
2, 3, 5 лет. Я читал мантру там всегда, в принципе. Я читал Бхагavad Гиту, и она мне не открывалась. Хотя там были, допустим, комментарии Шрилы Прабхупады. Вот. И результат был в действительности ошеломляющий, когда я изучал Бхагavad Гиту на Бхакти-шастра. И в каких-то там короткий промежуток это просто открылось какой-то мир, целый мир Бхагavad Гиты. Поэтому просто читать, будет ли это достаточно, я не знаю. Можете перевести. He wants to make a statement, but actually there is a question at the end. But he says that when he first started reading Bhagavad Gita, it was a mystery for him. And then he was continuing to read it again and again. And it was like a little bit more clear for him. But when he started studying it during Bhakti Shastra's courses to study Bhagavad Gita, then it was like not invention, discovery for him. It was such in a wonderful way, which he never experienced before. He didn't get the meaning before. And he says that I don't think that it's enough just to read Bhagavad Gita. That it should just to read it's not enough. One has to study it and like this. Exactly correct. Совершенно правильно. We should study Bhagavad Gita. Действительно, нам нужно Бхагавад-гиту именно изучать, не просто читать. And many times, not just once. Причем изучать по много раз, многократно, не единожды. What you're explaining is that you see when everything, all of our experience is filtered through our consciousness. Дело в том, что все наши осознания, наш опыт, он фильтруется нашим сознанием. And not very much can get through in our material contaminated state. И на самом деле не очень-то многое может пробиться к нашему разуму и к нашей душе через наше оскверненное сознание. But as we hear and chant, we become purified, and then the next time we read, we will understand more, and again the next time, and again the next time. Но ведь мы постоянно читаем и воспеваем Духовное Святое Имя, и поэтому мы постоянно очищаемся. И поэтому, когда мы читаем книгу в этот раз мы получаем больше, в следующий раз мы уже очистились еще больше, мы получаем еще больше от чтения той же книги, и потом и дальше, и дальше. Каждый раз по-новому, каждый раз больше. That process will continue. И этот процесс будет продолжаться. So what was the question attached to the end? The question was that maybe it's not enough just to read, just one has to study. Yeah. So not just Bhagavad Gita, but Srimad Bhagavatam. И это, кстати, касается не только Бхагавад-гиты, но и Шримад Бхагаватам. As our consciousness becomes more and more pure, we're able to understand, to see something that we couldn't see before. И по мере того, как наше сознание становится все более чистым и чистым, мы сможем понять, we can understand. Sorry, I forgot the end. As our consciousness becomes more and more pure, we can see things there that we could not see before. Да, и по мере того, как наше сознание будет все более и более очищаться, мы сможем видеть то, чего не видели раньше. Поскольку сегодня день явления Сримати Радхарани, я немножко мой вопрос с оттенком защиты, не знаю, как правильно сказать, женского пола. Вот это было на Махату Чантирупа, и мы читали Шримад Бхагаватам, и Чантирупа сама прочитала там какой-то шлоку, я точно не буду, не помню, не буду спекулировать. Там она высказала потом, видите, матаджи и шудры на одной ступени. Меня немножко это тоже задело. Я так слышал и, может быть, не совсем правильно не понимаю, что почему женское тело считается ниже там мужского. Если мужчина в следующей жизни получает женское, то это как падение. И в текущей жизни почему она ниже? Женщина может быть преданной, а мужчина собакоедом. Тут что-то я недопонимаю. He wants to understand this question about the woman body. Why is it considered to be lower than a body of a man? And if a man at the end of his life
he leaves the body and then he goes into the feminine body, then it's considered as a fall down. And why Shudras and women are considered to be staying at the same platform? He doesn't understand why it is so, because a woman can be a Vaishnavi and a man can be a dog eater. Mm-hmm. So he would like to ask, why is such... Okay. Why? Did everybody hear the question? Could you hear? Okay. A woman's nature, we understand there's 8,400,000 species of life. Существует 9,800,000 видов живых существ. Of those, 400,000 are human species. Из них 400,000 это человеческие жизни. 8,400,000. Ну, попробуй, окей. I didn't translate the number correctly. Okay. So, and what these are divisions of consciousness. И это все зависит от видов нашего сознания. The body is different, but more specifically, the consciousness is different. Тело отлично, но еще, что более важно, отличается сознание. Now, the body is, according to the consciousness of the jiva, a suitable body is given to match his consciousness. Согласно сознанию дживы, она получает соответствующее тело. And there is a progression from animal life all the way up to human life. You've seen this paintings, BBT paintings. Вы видели в картинах, вот в книгах BBT, вот эту вот трансформацию, переход тела из души из одного тела в другое, начиная с животного тела до человеческого, и целая череда воплощений. So, woman, her nature is that she's closer to the material energy than a man. И женская природа такова, что она просто ближе к материальной энергии, чем мужская. She's able to control it, to deal with it in a way that's much better than a man can do. Она может контролировать материальную энергию и обращаться с нею совсем иначе, совсем не так, как это делают мужчины. Эффективнее. Because of that, women, they're able to make our world beautiful. Именно поэтому женщины способны украсить мир. You look at some place where a man lives, and then look at some place where a woman lives, and you'll see complete difference. Посмотрите на место, где живет только мужчина или один мужчина. Посмотрите на место, где живет только женщина, вы почувствуете разницу. Everybody has experience. Все, наверное, с этим сталкивались. It's their nature. Это ее природа. Okay. That nature woman has a nature that is absent in a man. У женщины существует некие начала, которых нет у мужчин. At the same time, man has a nature that's absent in a woman. А у мужчины вот его природа, она очень сильно отличается от женской природы, тоже есть что-то. And therefore, so we feel in this world, we feel ourselves incomplete. Therefore, man and woman want to unite. In that way, feel themselves more complete. И поэтому из-за того, что они настолько различны, мужчины по отдельности и женщины по отдельности чувствуют себя в этом мире одинокими, чего-то не хватает, и поэтому они сходятся, чтобы как-то дополнить природу свою. Now, a woman being closer to the material energy, she has different interests than a man. И поскольку женщина ближе к материальной энергии, ее интересы отличаются от интересов мужчин. She's the one who gives birth. Потому что она рожает. Because of that, and because of the requirements for taking care of children and so on, she has a body, a consciousness that's suitable for that. И поскольку как бы у нее ей предназначено ухаживать, растить, рожать, растить ребенка, у нее есть тело, которое приспособлено к потребностям сознания. At the same time, a woman's intelligence is more devoted to or oriented to emotional experiences. И в то же самое время сознание женщины больше ориентировано на какие-то эмоциональные переживания. A man's consciousness is not. А вот мужское нет сознания. Man can be completely analytical and keep all emotions completely out
off to the side. Мужчина способен на полный анализ, без всякого вмешательства эмоций. Он способен отложить эмоции в сторону. But a woman cannot do that. Но женщины этого не могут. Emotion, she has, that's what we would call emotional intelligence. Мы бы сказали так, что у нее ее интеллект эмоционален. And man has analytical intelligence. А интеллект мужчины аналитический. Because of this difference in the constitution of the body, the man has generally, he's less connected to this material energy. И в силу вот такого устройства тела у мужчина, тело мужчины менее, отдаленнее находится от материальной природы. And being less connected to the material energy, it's easier for him to become free from it. И поскольку он находится более далеко от материальной энергии, ему легче от нее отсоединиться, отделиться, избавиться. Now, by the grace of Lord Chaitanya, there's no distinction. Но по милости Господа Чайтанья, вот этих вот различий, телесных, women and men both have equal opportunity to go back to Godhead. Не существует. Мужчина и женщина имеют равную возможность одинаково вернуться к Господу. In some cases, maybe even easier for a woman. В некоторых случаях женщинам это может оказаться даже проще. There's a wonderful book that I know you have in Russian language called Simple for the Simple. Есть замечательная книга, которую я знаю, есть у вас на русском, и называется она «Просто о простом», наверное. Так. How many have read this book? Maybe I didn't translate it correctly. What is this? Simple for the Simple. Простое за простое, что такое? Простое ради простого. Просто для простых. Просто для простых. How many have read this book? Эту книгу кто читал? Everybody should read this book. Ее должен прочесть каждый. Go find a copy and read it. Найдите, пожалуйста, экземплярчик и прочтите. Who is the author? I don't know. Не знаю. Some Swami. One of ISKCON Swamis. Non ISKCON. ISKCON Swami. Балабхадра. Oh, it's Balabhadra. Okay. Балабхадра Swami Prabhupada, которые быками занимаются. So, it's about, this book is about the passing away of his wife. Чая? The book is about his wife's death. Его книга рассказывает о том, как покидала тело его жена. And it describes, in the book, he explains what her nature was as a devotee, what kind of activity and service that she was involved in. Он рассказывает о том, какой она была преданной, какими служениями она занималась. So she was a motherly type of woman. Это была женщина-мама. When the devotees would go out for Sankirtan in the morning, for book distribution, she would always be packing lunches for them and making sure they had nice prasadam to eat during the day. Когда преданные уходили по утрам на распространение книг, она всегда готовила им с собой собойки, которые они могли бы съесть, когда распространяли книги на улице. And when the devotees came back in the evening, she was always making nice hot prasadam for them, making sure that they were well fed. Когда преданные приходили по вечерам, она уже ждала их с горячим просадом, который они могли вкусить сразу после того, как пришли. So that was her main focus, was to be motherly, give motherly attention to all the devotees. Это была ее главная цель. Она была сосредоточена на одном: оказывать материнскую заботу всем преданным. I'm not going to tell you the whole story because it's a nice book to read and without knowing the ending. Я не буду рассказывать вам все подробности, потому что эту книгу очень хорошо было бы прочесть всем вам. But so suffice it to say that we have very good evidence that she not only went back to Godhead, but that she entered into Krishna's Leela in Goloka Vrindavan. Но зачем я это все рассказываю? У нас есть очень точное подтверждение и уверенность в том, что она не только оставила тело и пошла прямиком в трансцендентную обитель, прямо на Галоку Вриндавана, и вошла в трансцендентную лилу Кришны. So the point of the book was to show that she's not some big Maharaj or some big ISKCON controller or anything. She's just a simple devotee. И весь смысл этой книги
Вот о чем я хочу вам сказать, что вся эта книга рассказывала о том, что это была обычная женщина, обыкновенная преданная. Это был не какой-то там великий махарадж или какой-то человек, занимающий великий, преданный, занимающий большой пост в Искон. And by her simple service, she attained this exalted position in Goloka Vrindavan. Совершая свое простое служение, она достигла возвышенного положения на Галока Вриндаване. So, the nature of a woman is different than that of a man. Итак, природа женщины отличается от природы мужчины. And the nature of so many men are different also. There's four different varnas. И природа различных мужчин тоже различается. Мужчин, ведь существует 4 варны. When it says that a woman is less intelligent, it doesn't mean cerebral intelligence like that, because we see there's many women who are much more intelligent and aware than many men. Когда говорят о том, что женщины не так разумны, как мужчины, имеется в виду не вот этот вот, разум, который, мозг, да, мозговой разум, да, к которому мы привыкли. Ведь на самом деле, если мы понаблюдаем, мы увидим, что очень многие женщины обладают очень острым, очень сильным умом, и с ними не могут сравниться множество мужчин. But this means in general in terms of the construction of the body. И имеется в виду просто конституция, устройство тела. Because a woman is closer to the material energy and more emotional. Потому что женщина ближе к материальной энергии и более эмоциональна. But again, that's no impediment to devotional service. Но это не является никаким препятствием в преданном служении. There's no material impediment to devotional service. Для преданного служения никаких преград не существует. Okay. Да, и вот вопрос из этого. Мне и жене, например, мне получается немножко легче прогрессировать, и следует ли из этого, что я должен не спустя рукава смотреть, там, занимается ли она преданным служением или нет, а проявлять инициативу, помогать ей продвигаться на преданном служении. Так вот. He says, so, judging what you said, that it's easier for him to advance in spiritual progress. And what does he do when he looks at his wife? Maybe he has to show more initiative and help her in devotional service. Look if she's doing this and just to help her. Definitely. It's your obligation. Это ваша обязанность. As a husband and father, you have to help your wife and your children in spiritual life. Как отец и муж, вы обязаны помочь своей жене и детям в духовной жизни. They take their inspiration from you. И вдохновение к ним приходит от вас. And if you ignore them, where will they get inspiration? Если вы будете их игнорировать, откуда они возьмут это, обделять своим вдохновением, то откуда оно к ним придет? So you have to be very careful not to neglect them. И поэтому вы должны очень внимательно следить за тем, чтобы они, чтобы не отвергать их, чтобы уделять им побольше внимания. Okay. В песенке есть баджан, который написал Бхактивинода Такур, Бога-арати. Да? Там описывается, как Кришну кормили там, разными вкусностями. Вот. А есть ли какие-нибудь описания, что нравится Радхарани? Что ей нравится? Bhaktivinoda Thakur says that, Bhaktivinoda Thakur has written a bhajan called Bhagavad Gita, where it's described how Krishna was filled with different kinds of nice food. Mm-hmm. And he's asking where it's described the favorite food of Srimati Radharani. I remember plum chutney, but мне вспоминается сливовая чатни. I can't remember from where. Я даже не помню, откуда это все. I don't know. I'm sorry. Не знаю, извините. Plum chutney. Oh, yeah. You use red plums. Используйте красные сливы для этого чатни. And it's called Radha Red. И они называются красные как радха. Как правильно, цвет радхи. Works better in English. Yeah, because in Russian. In English, Radha Red. So. You mean the color? Yeah, the color of the chutney is red. So да. It's just Radha Red. Они говорят, что красный как цвет радхи. Вот это что красные сливы там. Не красный скорее, да, темно-синий.
It's between blue and red. Well, that's purple. Пурпурные такие. Пурпурные. But there's red plums also. Но есть еще также и красные сливы. So you can use both of them. Purple. I remember this Radha red. Вспомнилось это выражение. Plum cherry. Бхактивиданта Свами Прабхупада пишет, что женщины это прокрытие, что я бы хотела, чтобы он объяснил. Мужчины, все, что есть, это все из женщины. Может поподробнее объяснить? Значит, Джавадхарма такой говорит, что женщина это прокрытие. Джавадхарма пишет, что мы все женщины, мужчины и женщины. Да. Те, кто живут. Сколько это природа прокрытия? In Javadharma, Bhaktivedanta Thakur says that women are prakriti, and that everybody, any soul, whatever body it is in, is actually a woman, and it is prakriti. So it's. Вопрос? Please explain this more elaborately. По-русски не слышно. В Джавадхарме Бхактивиданта Тхакур говорит, что женщина это пракрити, и что что душа, в чем теле она ни была, мужском или женском, она все равно женского рода, она пракрити. So Krishna is the enjoyer; he's Purusha. Итак, Кришна наслаждающий, он Пуруша. And all the others, all of his parts and parcels, in order to exchange rasa with him, must take the position of Prakriti. И все другие, кто занят служением ему, должны принять положение пракрити. Purusha means the enjoyer, and Prakriti means the enjoyed. Пуруша означает наслаждающийся, а пракрити означает не наслаждающийся, not enjoy. Prakriti means the enjoyed, the object of enjoyment. А пракрити означает тот, кем наслаждается, объект наслаждения. Now, in this material world, the problem is everybody's trying to be Purusha. Но проблема в этом материальном мире такова, что все стараются стать Пурушей. Both men and women. И мужчины, и женщины. Relative to each other, there's still this Purusha Prakriti relationship. И вот в наших взаимоотношениях людей друг с другом мы вступаем в отношения Пуруш и Пракрити. Кто-то Пуруша, кто-то Пракрити. But nonetheless, in this world, everyone's trying to be Purusha, trying to be the enjoyer. И все равно, в конечном счете, получается, что в этом мире каждый пытается быть Пурушей. That means that we want to make ourselves we want to we are the subject, and everything else is the object of our enjoyment. И когда вот мы пытаемся стать Пурушей, то мы являемся субъектом, а все остальное для нас это объект нашего наслаждения. This is how we see the world. Так мы смотрим на мир. Not only do we see other people and things as the object of our enjoyment, but we also see God as the object of our enjoyment as well. Мы не только смотрим на людей и воспринимаем их как объекты своего наслаждения, мы даже Господа считаем объектом своего наслаждения. So this is materialistic consciousness. Это материалистичное сознание. And this is the consciousness that we're trying to rectify or correct. И вот это сознание мы пытаемся исправить. And we do that by taking the position of servant. И делаем это, становясь слугой. Because servant is not the enjoyer. Мы принимаем положение слуги, а слуга это тот, кто не наслаждается. Servant is the servant for others' pleasure. Он служит наслаждению другого. So in practicing giving service to Krishna's devotees, we learn how to also place ourselves in as his servant. И когда мы стараемся служить преданным, то мы помещаем себя в положение его слуги. When the consciousness is completely corrected, we will be only interested in Krishna's pleasure. И когда мы окончательно скорректируем свое сознание, то единственное, что нас будет интересовать, это наслаждение Кришны самого. And at that time we will find that our pleasure
comes from giving Krishna pleasure. И тогда мы обнаружим, что наше наслаждение возникает, когда мы доставили наслаждение Кришне. So this is exactly the mood of Radharani. И вот это вот как раз-то и настроение Радхарани. And she never deviates from that. И она никогда из этого настроения не выходит. She's Krishna's pleasure is her only concern. She cares nothing for her own pleasure. Удовольствие Кришны — это ее единственное, что ее интересует. Ее собственное удовлетворение не интересует ее ни в малейшей степени. And by the mercy of Radharani, we can also take that same mood. И по милости Радхарани мы можем войти в такое же настроение. Okay. Welcome. Хари Кришна. Hare Krishna. Можно вызывать вопросы, да? Вот есть закон причинно-следственных связей, называемый судьба. Да? Есть ли в ведах какие-то практики, которые могут повлиять на прошлое, или только можно влиять на будущее? There is the law of the cause and Cause and effect. So, do Vedas have any practices that help to correct the past, or we only can correct the future? Yeah. This idea of cause and effect is called karma. Значит, вот эта причинно-следственный закон называется кармой. And this karma is explained in great detail in the Vedic literature. И вопрос кармы подробно обсуждается в ведической литературе. We were speaking earlier about desires. До этого мы говорили о желаниях. And these desires are like seeds that we plant. И эти желания можно уподобить семенам, которые мы сеем. So we all know, you plant some seeds are lying dormant, some are beginning to sprout, some are growing but not yet mature, and then others are mature. И мы знаем, как это бывает с семенами. Какие-то из них так и остались, пока вот в земле они еще не проклюнулись. Другие уже проклюнулись и вот прорастут. А какие-то уже проросли, но еще пока росточек совсем маленький и слабый. А какие-то уже разрослись пышным цветом. So we've had desires for many, many thousands of lives. И вот эти желания у нас вот накопились, уже копятся на протяжении многих тысяч воплощений. Some of those desires are still lying dormant, waiting for the appropriate time to fructify. Некоторые из этих желаний остаются еще так до сих пор в непроявленном состоянии. Они ждут, когда наступит подходящее время для того, чтобы они осуществились. Some of them are growing, and some of them are giving fruit, which means that we're getting the reaction of those desires. Некоторые уже прорастают, а некоторые уже принесли плоды, то есть к нам уже пришли последствия исполнения наших желаний. What the experience that we have in this lifetime is the result of those previous desires. И все, что мы переживаем, все, с чем мы сталкиваемся в этой жизни, это результат воплощения наших прошлых желаний. And in this life, we also continue to desire, in this way, create many future lifetimes. В этой жизни мы продолжаем желать. И таким образом мы уже себе подготовили много следующих воплощений. This process can be interrupted and stopped. Но этот процесс можно остановить, прервать. By taking up devotional service of the Lord. Взявшись за преданное служение Господу. Karma has two forms, good and bad. Карма приходит в двух видах: плохая карма и хорошая. That is, things that we like, things that we don't like. Это то, что нам нравится, и то, что нам не нравится. Or pain and suffering. Это pain and suffering, or suffering or enjoyment. Страдание и наслаждение. When we take up the activities of devotional service, means serving the Lord for His pleasure, these kind of activities, they have no karmic reaction. Когда мы начинаем заниматься деятельностью, которая предназначена для того, чтобы доставить удовольствие Господу,
наши действия не несут никаких последствий, никаких реакций. That is, they're not material activities. Потому что это уже больше не материальная деятельность. These other desires are material. They pertain to this material world. Потому что остальные все наши желания, которые у нас были до этого материальные, они наполняют, вот они в этом мире. And because having, let's say, some material desire, we're forced to be born in this material world again and again. Потому что наши материальные желания заставляют нас рождаться в этом мире вновь и вновь и вновь. By taking up devotional service, not only does that not carry with it any karma, but it also, by its very nature, destroys the previous desire seeds. И когда мы беремся за преданное служение, то у него такая природа, что мы не только не создаем больше кармы, но мы сжигаем вот эти вот семена своих прошлых желаний из прошлой жизни. It's compared to a fire. И преданное служение поэтому сравнивают с огнем. Fire comes and burns seeds, they cannot fructify. И когда пламя сжигает семена, и они уже больше не могут прорасти. So therefore, if we want to change our destiny, we can engage ourselves in the Lord's devotional service. In this way, become free from those past reactions. Итак, если мы хотим изменить свою судьбу, то нам нужно заняться преданным служением Господу и освободиться от, таким образом от прошлых желаний и реакций. That's the only way to do that. Единственный способ избавиться от этого. There's no other way. Исправить прошлое. Другого способа не существует. We have our choice to engage ourselves in spiritual activity or material activity. У нас есть выбор. Мы можем заниматься материальной деятельностью, можем заниматься духовной деятельностью. Our nature is tatastha shakti. We can live in this spiritual world or this material world. Наша природа, мы таташта шакти. Мы можем жить в материальном мире, можем жить в духовном мире. And there's the science. The same process by which we keep ourselves trapped in this material world is exactly the process by which we free ourselves from this world. И процесс, который заставляет нас оставаться в ловушке этого материального мира, может оказаться процессом, который нам поможет вырваться из этого мира. We have material desires that bring us back for another life. У нас есть материальные желания, которые заставляют нас жить дальше и дальше, перевоплощаться. Or we can have spiritual desires, which, to be fulfilled, must take us out of this material world. И то есть у нас могут быть материальные желания, и у нас могут быть духовные желания, которые, исполнять, могут нам помочь выбраться из материального мира. So this is the science. Это наука. How to desire in such a way so that we can give up this temporary world of birth, death, disease, and old age, and return to a spiritual world full of eternity, bliss, and knowledge. Это наука. Наука научиться желать таким образом, чтобы нам удалось вырваться из этого смертного мира, наполненного, в котором мы рождаемся, стареем, болеем, умираем, и научиться вырваться в духовный мир, где этого нет. This science is called sadhana bhakti or bhakti yoga. И эта наука называется садхана бхакти или бхакти йога. Можно ли совмещать мирскую деятельность с духовной жизнью? Насколько это возможно и сочетается ли вообще? Can one combine spiritual activities with the world's activities? Can be combined at all? Yeah, this is called mixed devotional service. Это называется смешанное преданное служение. This means that we do devotional service. We do something to please Krishna, but at the same time we want to get some result for ourselves. Это означает, что мы делаем нечто для того, чтобы доставить удовольствие Кришне, в то же самое время нам бы хотелось что-нибудь и для себя получить. It's not as good as pure devotional service. Это преданное служение не настолько, идеально, как чистое преданное служение. But by doing that kind of service, gradually we become purified, and we can come to the platform then of pure devotional service. Но выполняя такое преданное служение, мы постепенно очистимся и уже поднимемся на уровень, на котором мы сможем выполнять чистое преданное служение. It's not really possible to immediately jump up to this spiritual platform. Невозможно перепрыгнуть на этот духовный уровень сразу же, мгновенно. First of all, we have to learn and understand what does it mean. Нам вообще для начала нужно узнать и понять, что это вообще означает духовный уровень.
And we have our conditioned nature to deal with. И нам еще нужно как-то справиться со своей обусловленностью. This means that we're attached to some way of thinking, some way of behaving. Что означает, что мы привязаны к какому-то стилю мышления, к какому-то поведению. That means material ways of thinking and behaving. То есть материальным способом мышления и поведения. And that consciousness can be rectified really only in a gradual way. И вот это сознание можно исправить, только постепенно. Nonetheless, if one applies himself to the process, the result can be achieved fairly quickly. Но тем не менее, если вы посвящаете себя этому процессу, то результата можете достигнуть достаточно быстро. It's possible to give up our connection with this material world and at the end of this life return back home, back to Godhead. Это возможно разорвать связи с материальным миром, и когда нам придет время покидать этот мир, то уйти сразу в духовный мир. But that choice is yours. Но это только ваш выбор. If that's what you want. Это, если это то, что чего вы хотите. And the first thing you have to do is to strengthen, we have to acquire some knowledge, the difference between matter and spirit. Прежде всего, что нам нужно сделать, это нам нужно понять разницу между телом и душой. And then, with that understanding, determine that we want to act in a spiritual way and give up our material, give up our connection with the material world. Разницу между материей и душой. И когда мы уже это поняли, то нам нужно сделать для себя вывод, обдумать и принять решение, что мы хотим покинуть материальный мир, разорвать с ним связи. Отказаться, не отказаться, выйти из него. Okay. Еще можно вопрос задать? Can he ask you more questions? Конечно. Сейчас вот пугает, что будет, в ведах описывают, что будет какая-то небольшая чистка, да? Мы подходим к какому-то переходному периоду Земля, да? Что это будет за чистка? Как она будет исполняться? Вообще, что? Почему-то пугает и войной там атомной на Ближнем Востоке. Насколько в ведах это все описано и какие-то слова? Vedas say that in the very near future we are going to have maybe a war or some kind of crisis, maybe atomic war, something like this. So, do you know something about this? What kind of cleaning it's going to be? The Vedas say? Веды так говорят, да? Ну, говорят, предрекают с перехода с одного состояния в другое. Мы доживаем 5000 лет, и будет 10-тысячный золотой век. И говорят, что будет частичная чистка. А что это будет такое? Vedas says that this 5,000 years period is coming to its end, and then the next golden age is coming, which is going to. And so, what kind of transition period is going to be on this? You're a follower of Dada? Вы последователь Дада? Дату не оговаривают, а говорят, что... Дада. 12-й год? Не, какой-то Дада, какой-то там... There's one, he's the spiritual teacher of Ravi Bhatra, who wrote this book, The Great Depression of the 1990s. Он духовный учитель Рави какого-то, который написал книгу «Великая депрессия 90-х». Anyway, the point is, this is one interpretation. Это одна интерпретация приближающегося периода. It's not the way, it's not our worldview. Но у нас немножко другой взгляд на мир. Our worldview is that we're in this age of Kali for another 230,000 years more. С нашей точки зрения, вот нынешний период Кали-юга будет длиться еще 230 тысяч лет. Other people say that Kali Yuga is now ending. А кто-то говорит, что Кали-юга подходит к концу. But irregardless, that's a minor detail. It's not significant. Это на самом деле такая не очень значительная деталь. In terms of the future, we also see a spiritual awakening coming. Что касается будущего, то мы видим приближение духовного пробуждения людей. By the grace of Lord Chaitanya. По милости Господа Чайтаньи. And that's predicted that this love of God will flood the entire earth.
И предсказывается, что любовь к Господу, она затопит всю землю. Now, there doesn't have to be a crisis. И для этого кризис не требуется. The earth will change. The way we live on this earth will change. И наш нынешний образ жизни на этой планете изменится. And that can either happen by crisis or изменится либо в результате некоего кризиса, or by everyone coming up to the spiritual level. Или просто из-за того, что все поднялись на духовный уровень жизни. So I like to think that we'll achieve it the second way. Мне бы хотелось думать, понравилось бы, если бы это произошло вот вторым способом. And the way we can help bring that about is by chanting this Hare Krishna Maha Mantra. И как мы можем это приблизить? Повторяя Харе Кришна Махамантру. It's a love song. Это песня любви. And by singing this love song, everyone, and by love, everyone can be rectified by this love. Воспевая эту песню любви, любой может спастись. So the more people chant, the quicker that rectification, the quicker that change in the world will come. И чем больше людей будут воспевать Святое Имя, тем быстрее изменится мир. So we invite you to join us in chanting Hare Krishna. Поэтому приглашаем вас присоединиться к нам и вместе с нами воспевать Харе Кришна. And help save the world. И помогите нам спасти мир. Haribol. How about you? Do you have any questions? У вас есть вопросы? Нет. Not yet. Okay. Скажите, пожалуйста, является ли сообщество вайшнавов проявлением духовного мира в материальном мире? И если это так, если человек каким-то образом, в какой-то степени пренебрегает вот этим сообществом, может ли он восполнить потери за счет уединенной медитации, там, джапа медитации, изучения Писания? Пренебрегает, именно так и сказать? Ага, сейчас пренебрегает. So, can we... Я придумала, как по-английски сказать. Two parts of the question. The first one, can we say that the community of the society of Vaishnava society is the representative of spiritual world in this material world? And if yes, can one who who rejects the association of devotees, can he rectify this doing a secure meditation, book reading, and like this? In secure. By doing what? Doing some other so-called spiritual activity? So-called, yes. Just reading books and japa meditation in a secluded place. Without like association. This. Without association. But he said that he said rejects this society of devotees. So rejects. What was the first part? Is it true that the society of devotees is the representative of spiritual world in this material world? This ISKCON is Lord Chaitanya's movement. ISKCON — это движение сознания Кришны. Это движение Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya, he came with the idea of flooding the world with love of God. И он пришел к нам с идеей о том, что нужно весь мир затопить любовью к Господу. He said, in the future I will send my Senapati Bhakta. И он сказал, что в будущем я пришлю своего Сенапати Бхакту. This means my field commander, my general. То есть уполномоченного мною генерала. To spread this holy name all around the world. Распространить святое имя по всему миру. Obviously, we can understand that person is Srila Prabhupada. И мы можем понять, что этот человек это Шрила Прабхупада. And so, what Prabhupada gave is Lord Chaitanya's movement.
А что дал нам Прабхупада? Это движение Шрилы Господа Чайтаньи. So, is it representative of the spiritual world? Was that it? Yeah, does it represent spiritual world here in this material world? Not in the way you pose that question. Да, но не в том смысле, в каком вот вы задаете свой вопрос, имеется в виду представительство духовного мира на земле. Does it represent the spiritual world? Представляет ли вот это вот общество вайшнавов здесь духовный мир? Вот. The example is given that it's a lifeboat. Lifeboat? Yeah, we're all drowning in this ocean, and this boat is coming along to save our life. And we can climb out of the ocean onto this boat of ISKCON. Это, наверное, можно назвать как маяком и преданное, как маяк спасения в этом мире. And we can stay in that boat to cross over this ocean of Kali. И преданные, они могут собраться в одну лодку и пересечь этот океан, вот здесь, в этот океан, в эту Кали-югу. So that's a better analogy. Это лучшая аналогия. And the second part was what? The second part is, so if the one who rejects this association, yeah. So, can we be successful without keeping the association of devotees? Можно еще сказать, перефразировать вторую часть вашего вопроса так: можем ли мы быть успешными без общения с преданными? Да, можно так сказать? No. Нет. We must find proper association. Нам нужно найти правильное общение. That means we take association from those who are more advanced. То есть общаться с теми, кто более продвинут. If we just hide ourselves from everybody, how will we be rectified? Если мы будем от всех прятаться, то как же мы исправим свое сознание, откорректируем? Anybody who lives alone is a saint. A saint? Yeah. I'll explain. Anybody who stays by himself. Любой, кто живет в одиночку, один, он святой. No problem. No problem, because you're by yourself. Ведь вы сам по себе. As soon as you come together with somebody else, you get to see what your anarthas are, what your anarthas are. Но стоит вам хоть ненадолго вступить в общение с кем-то другим, у вас тут же станет ясно, какие у вас анархии. You can't see them, but they will see them. Вы можете их не видеть, но зато они увидят ваши анархии. They can point them out to you. И они могут вам на эти ваши недостатки указать. And then you have the chance, you have the opportunity to deal with that or to maintain your illusion that you don't have any faults. И тогда вам предоставляется возможность. Либо вы эти свои недостатки исправляете, либо вы решаете сохранить эту иллюзию, что у вас этих недостатков нет. So we need others to help us see what our faults are. Поэтому другие люди нам нужны для того, чтобы видеть наши ошибки. And we need others also to help us, teach us, show us the path back home, back to Godhead. И другие люди нам нужны также для того, чтобы они научили нас, как вернуться к Господу. Prabhupada didn't like this idea, what he called bhajananandis. Didn't like. Прабхупада не любил людей, которые которых называли баджанананди. There was one time when Prabhupada was with us, there was one devotee, he went to live at Radhakund and chant. He was living in a tree and chanting all day long. Прабхупада как-то рассказали об одном преданном, который поселился на берегу Радхакунды. Он жил в дереве, в каком-то там поселился, и целый день воспевал святое имя. Prabhupada said, "There's already enough monkeys in Vrindavan." И Прабхупада сказал, что во Вриндаване без того обезьян хватает. So, he didn't like this idea that we should become recluse and chant privately. Ему не понравилась идея о том, что нам нужно уединиться, следует уединяться и тихонечко себе повторять. In fact, all the acharyas criticized that idea. И на самом деле все ачарьи эту идею критиковали. Keep yourself safely in the association of others. В общении с другими вы себя защищаете. And doing that, tolerate their faults. И
Таким образом, вы еще учитесь быть терпеливым к их ошибкам. Because they're going to have to tolerate yours. Потому что они будут учиться также терпеть ваши ошибки. That's for all of us. Это касается всех нас. We should all be tolerant of others. Нам всем нужно относиться терпеливо к другим. Because we're also full of fault. Потому что каждый из нас полон ошибок всевозможных. So just like others have to tolerate us, we should also be very tolerant. И так же, как другим нужно научиться терпеть нас, нам нужно научиться терпеть This is Lord Chaitanya's instruction. Trinadapi sunichena tororapi sahishnuna amanidam manadena kirtaniya sadahari. Это наставление Господа Чайтаньи. You translate? One should think themselves lower than a straw on the street. Нужно считать себя ниже соломы, лежащей на улице, более терпеливым, чем дерево, devoid of all sense of false prestige, избегать любого чувства ложного престижа, and always ready to offer all respect to others. И быть готовым всегда принести почтение другим. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. И в таком состоянии ума повторять святое имя Господа можно постоянно. This is important instruction for us. Для нас это очень важное наставление. How long are you coming here? Нет, как долго вы сюда приходите? Вы здесь раньше были? Нет, я в гостях. Я с Украины. Вы приехали сюда как гость, в этот дом? Да. She came to this house as a guest from Ukraine. Oh, where do you live in Ukraine? А в Украине вы где живете? Город Ильичевск. I live in Nikolaev. А он живет в Николаеве. Я вижу ваших She says that she knows our devotees. She can see them in Ильичевск. Very often. Very often. Okay. Are you chanting? Вы повторяете это имя? Yes, she does. Okay. You should get some kuntimala. Вам нужно кунтималу себе раздобыть где-нибудь. Пожалуйста, о Кришне можно думать в мирации? Или о Кришне нужно думать всегда в связи с Радхой? Can one think about Krishna not thinking about Radha at the same time? Or one should always think, when he thinks about Krishna, then Radha always has to be there? Well, Radha means Krishna. Krishna means Radha. Радха это Кришна, а Кришна это Радха. Krishna is never alone. Кришна одним никогда не бывает. He's always with his parts and parcels. Он всегда рядом со своими неотъемлемыми частицами. So there's no meaning to Krishna without Radha, and there's no meaning to Radha without Krishna. Нет смысла в Кришне без Радхи и в Радхе без Кришны. In terms of visualizing Krishna, если вы хотите говорить о том, как визуализировать перед собой Кришну, Prabhupada said like that also, that Krishna is never alone. И Прабхупада говорил то же самое, что Кришна один никогда не бывает. He told the ISKCON artists, you cannot paint Krishna by himself. И он сказал художникам, которые рисовали, да, нашим, которые иллюстрировали книги, чтобы они никогда не изображали Кришну в одиночестве. But if Krishna, for instance, we have Krishna, he's with his flute, and he's not alone because he's with his flute, right? Or what? Only Krishna, small baby boy, you know. Maybe because the flute is personified as a person. No. This is not our ISKCON way. Okay. This Gaudiya Math did this. Was following this, and this is from earlier tradition. Я спросила, говорю, у нас же есть фотографии изображения Кришны с флейтой, с цветами. Он говорит, что это, говорит, не исконовский способ, это, говорит, пришло к нам еще из Гаудия Мата, они нам же так изображали Кришну. So Prabhupada didn't give us that. Prabhupada gave us Radha Krishna. Прабхупада дал нам Радху и Кришну. Prabhupada's our acharya, Он наш ачарья, which means that we learn
how to follow from him. То есть мы учимся тому, что нужно делать у него. And we cannot ignore the instruction of our acharya. И поэтому мы не можем игнорировать его указания. The acharya, he takes the understanding and he adjusts it for us. He adjusts it in such a way so that we can follow it. Прабхупада берет понимание, берет целую идею и приспосабливает ее таким образом, чтобы понимание было у нас и чтобы мы смогли следовать ему. We should not think that we can make other adjustments independently. И нам не следует думать, что мы имеем право делать еще какие-то изменения сами по себе, без его руководства. Because to do so we place our spiritual life in jeopardy. Потому что тогда мы подвергаем свою духовную жизнь очень серьезной опасности. So we should follow very carefully in the footsteps of the acharyas. Поэтому нам нужно следовать по стопам ачарьев очень внимательно, осторожно. And specifically our acharya Srila Prabhupada. И в особенности нам нужно соблюдать наставления нашего ачарьи Шрилы Прабхупады. Ну там, где Радха, там и буддийские спутники, ну там еще рядом, правильно? Ну, и значит, о них тоже надо думать. But there were Radhas, then all other associates, like, relatives and Sakhis and like this. So does it mean that we have to think, when we think of Radha, then we should start thinking about Sakhis? Well, we see what you have to see what the capacity of your spiritual intelligence is. Все это зависит от capacity. Сейчас, I don't know how to say it in Russian. The size. Это зависит от масштаба вашего духовного разума. So usually we have Radha and Krishna, but if you go to Mayapur, there's Radha and Krishna and the 8 Sakhis. Мы обычно думаем о Радхе и Кришне, но если мы приедем в Майяпур, то мы там видим Радху, Кришну и 8 Сакхи, подруг. And then there's the 108 principal Sakhis. А вообще их 108 основных Сакхи. And you can go on from there. И так дальше мы можем. Depends on what you see what the limit of your intelligence is. И все зависит от границ, которые накладывает ваш разум. Ну, для начала можно найти Кришну. He says, just start, we can start with Radha and Krishna. That's best. Он говорит, да, это лучше всего. Okay, so let's sing one more song for Radharani. Давайте споем еще одну песню про Радхарани. Для Радхарани. This side? Let me see. Баджан называется Радхарани Киджай, Махарани Киджай. Слава Радхарани, слава величайшей среди цариц. Воспевайте славу Радхарани, которая живет на вашем. Слава Радхи Сакурани, царице Радхи, возлюбленной Шри Хари. Слава любимой дочери царя Вришабхана. Слава Радхарани, которая светлое лицо и золотистый цвет тела. Слава царице Враджи, слава богине Враджи, слава Радхи, которая бродит в лесу Гопвара. Такой динамичный. Это можно хлопать в ладоши, там, подхлопывать. И когда будем петь Радхарани Киджай, Махарани Киджай, как бы там можно как бы, выражать больше эмоций, и Радхарани это будет понравиться.
Radharani ki jai, 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 Radharani ki jai,
So, one last thing I want to say. Я хочу сказать еще кое-что. You're all very, very special people. Вы все очень особые люди. Devotees of Krishna are very rare in this world. Преданные Кришны в этом мире очень редки. And so, please recognize that in each other. Поэтому, пожалуйста, знайте это друг о друге. And serve each other with love. Служите друг другу с любовью. Tolerate each other's faults. Прощайте друг другу свои ошибки. And help each other to relish in the taste of Krishna consciousness. Прощайте чужие ошибки и помогайте друг другу наслаждаться вкусом сознания Кришны. To become one very big happy family. Вам нужно стать более многочисленной и счастливой семьей Кришны. Such a happy family that people can feel the energy coming from this place. Такой счастливой семьей, чтобы люди ощущали, как из этого места исходит энергия. And they say, I want what those people have. И они сказали, а я хочу то, что есть у них, у этих людей. Krishna is all attractive. Кришна все привлекательны. So all we have to do is let Krishna come through. И что нам нужно сделать, это позволить Кришне просто исходить из наших. So please try in this way. Пожалуйста, попробуйте жить так. And I pray Prabhupada and Krishna give you all blessings in your devotional service. И молитесь, чтобы Шрила Прабхупада и Кришна дали вам все благословения в служении им. And I hope to see you again. Надеюсь увидеться before 2 years passes again. Не через 2 года, а раньше. Very soon. Как можно быстрее хочу с вами. Шрила Prabhupada ki.